Бездомные дети, живущие на улицах Найроби, Кения, попрошайничают, чтобы как-то выжить в этом суровом мире. Они сталкиваются с множеством трудностей каждый день, и для них каждая мелочь может стать спасением. Джон Туо был одним из таких детей. Он стоял на светофоре, и когда свет становился красным, подходил к водителям, прося немного мелочи, надеясь, что кто-то из них проявит милосердие и даст ему несколько монет. Однако однажды Джон встретил очень необычного пассажира, и эта встреча перевернула его жизнь навсегда. Эта женщина, сидящая в автомобиле, стала для него символом надежды и перемен, открыв перед ним новые возможности и перспективы. Ее звали Глэдис Команде. Когда Джон заглянул в окно ее автомобиля, он сразу же опешил от увиденного. Он заметил несколько больших аппаратов, подключенных к Глэдис, и его любопытство только усилилось. Заинтригованный, он спросил ее, что это за аппараты и почему она подключена к ним. Глэдис с доброй улыбкой пояснила, что у нее случился коллапс легкого, и теперь ей нужно постоянно носить с собой кислородный баллон и генератор, чтобы поддерживать свое дыхание. Джон, прожив всю свою жизнь на улице, никогда не видел ничего подобного и был потрясен не только устройствами, но и тем, как эта женщина, несмотря на свои трудности, сохраняет спокойствие и достоинство. Его сердце наполнилось сочувствием, и он осознал, что жизнь может быть куда более сложной, чем он думал. Как и любой ребенок его возраста, Джон не мог сдержать своего любопытства и продолжал задавать вопросы, пытаясь понять, через что прошла Глэдис. Оказалось, что Глэдис, будучи 32-летней женщиной, уже перенесла 12 операций, и каждая из них оставила свой след на ее здоровье. Одна из операций повредила ее зрительный нерв и сделала ее слепой, что стало для нее огромным испытанием. Джон был так тронут ее историей, что не смог сдержать слез. Его жизнь была тяжелой, полной лишений и страданий, но он чувствовал, что бывают случаи и хуже, и это осознание лишь усиливало его сопереживание. Мальчик спросил, что он может сделать, чтобы помочь ей, искренне желая оказать поддержку. Глэдис, почувствовав его доброту, взяла его за руку и предложила ему помолиться вместе, чтобы найти утешение и надежду в этой непростой ситуации. После того, как они помолились, Джон все еще не был удовлетворен своим поступком. Он достал все деньги, которые ему дали в тот день, и отдал их Глэдис, будучи уверенным, что женщине эти деньги нужнее и что они смогут помочь ей в ее трудной ситуации. Но то, что произошло дальше, оказалось еще более удивительным и неожиданным. Прохожий, услышав их разговор и увидев эту трогательную сцену, сфотографировал их и поделился историей в интернете. Пост быстро набрал безумную популярность, и вскоре его увидели тысячи людей. Тысячи пользователей, тронутые историей Глэдис и Джона, организовали специальную кампанию, чтобы собрать необходимые деньги на лечение Глэдис. В результате удалось собрать около $80 тысяч, что было просто невероятно. Глэдис, будучи безмерно благодарной маленькому мальчику, чья доброта и самоотверженность изменили ее жизнь, решила позаботиться о Джоне. Теперь парень будет посещать школу, вместо того, чтобы жить на улице, и наконец-то получит шанс на лучшее будущее. Глэдис усыновила его, и их жизни навсегда изменились к лучшему. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.